Всем привет-привет! Девочки попросили меня показать, рассказать, как я раскрашиваю гелевые стемпинг-слайдеры, как, чем. В общем, все покажу в этом видео. Обычно в своих обзорах этот этап я либо ускоряю, либо вообще там вырезаю, потому что раскрашивать под камеру неудобно. Ну, это, знаете, такая поза непонятная, в 3 погибели сложенная, да, там под камеру, если залазить. В общем, это не совсем удобно, поэтому я это все дело, я там показываю какой-то момент, а потом просто выключаю камеру и уже спокойно себе раскрашиваю. Ну, мне, во всяком случае, так комфортнее работать. Но тут я думаю, раз попросили, сниму, конечно, покажу. Процесс без монтажа, все как есть. Я тут отпечатала 2 рисунка. Посмотрю, что я там вообще отпечатала. Ну, вроде все хорошо. Отпечатала 2 рисунка. Один из них мы будем делать в зеркальном отражении. Вот именно на обзор вот этой пластины много девочек спросила, а как я раскрашивала вот этих вот девчонок. Убираю пластину, закрываем лак для стемпинга, штампик, все нам не нужен. Зеркальное отражение. Я одного рисунка, то есть один рисунок будем делать в зеркальном отражении. Что я делаю? Я беру топ, жидкий топ от компании Beauty Lux. Это не раббер топ, это просто No Wipe топ код. Он жидкий, он вообще не тягучий, практически. Как можно лучше очищаю кисточку о горлышко флакона и вот таким вот стирающим, можно сказать, слоем его наношу. Я прям, знаете, я растягиваю его на силиконовом коврике. Прям растягиваю. Почему я так очень, много раз вожу по кисточке, кисточкой по рисунку. Во-первых, я не боюсь, что этот топ смажет стемпинг рисунок, он проверен неоднократно. А во-вторых, я размазываю топ, чтобы он, слой был как можно тоньше. То есть на этом этапе мне не важно, какого размера будет слайдер. Мне самое главное, это чтобы, слайдер получился максимально тонким. Вот что для меня важно. Максимально тонким. Прихватываю фонариком. Вот так вот. И отправляю в лампу на полимеризацию. Пока оно дело это сохнет, покажу вам. Такая у меня коллекция. Это LX, серия LX от компании Beauty Lux. У меня 24 оттенка. У них там есть еще и шиммерная коллекция. Компания мне сказала, что они будут переделывать эту всю серию, да, будет новый состав. Я не знаю, я сказала, почему, зачем, они мне так нравятся. Но они сказали, будет еще лучше, не знаю. Посмотрим, протестируем. Чем мне нравится? Это гель-лаки. То есть по консистенции это гель-лаки. По пигментации это гель-краски для стемпинга. То есть пигментация очень-очень сильная. То есть очень много пигментов в этих гель-лаках. Поэтому мне и нравится ими раскрашивать. То есть можно использовать гель-краски также для стемпинга. У них тоже очень хорошая пигментация и, в принципе, тоже очень хорошо распределяются. Я использую непосредственно вот такие вот гели-лайнеры от компании Beauty Lux. Тут у нас все заполимеризовалось. Снимаем слайдер. Я вот просто хочу показать вам, насколько он тонким получается. Вот. Он, знаете, он вот как паутинка. Вот я не знаю, вам видно? Вот он такой легкий, воздушный, как паутинка. Вот видите, тут вот такие вот дырочки, да, вот то, что топ скатался. Но это не страшно. Главное, что
рисунок-то весь поднялся. Я сейчас вот это вот отрежу. На самом деле, когда я сама это все делаю, слайдеры, я это все отрезаю, знаете, уже потом, когда раскрасила, уже когда все сделала, вот тогда, ну просто сейчас, чтобы глаза не мозолила. Вот, понимаете, насколько, ой, блин, вот я говорю, он как это, как такая вуалька. Вот. И, значит, вот так вот подрезаю. Ну, вот такая у нас получилась девчуля. Вот этот момент я просто так вот уберу. Опять-таки, чтобы просто не мешалось. Вот, этот слайдер мы вот так вот переворачиваем, чтобы у нас девочка нас смотрела туда, другая будет смотреть сюда. Вот, да, вот таким вот образом. Фиксирую ее хорошенько. И можно начинать раскрашивать. У меня есть вот такая палитра. Тут вот у меня как раз таки выложены вот эти вот все краски. Ну вот я показала, да, вам коллекцию. И на этой палитре можно и смешивать между собой цвета, в общем, и все такое. Ну вот давайте приступим непосредственно к раскрашиванию. Да. Так, я беру сначала тонкую кисть, потому что нам нужно начать с вот таких вот каких-то очень-очень мелких элементов. Хочу взять какую-нибудь, наверное, вот эту вот пластину возьму. Вот так вот. Вот так. Отлично будет смотреться. И, ну, просто коврик не будет туда-сюда болтаться. Вот, беру капельку, как я сказала, расход минимальный. Кто раскрашивал реверсивный стемпинг лаками для стемпинга, обычными, которые сохнут на воздухе, прекрасно знают, какой там расход. Да, то есть вы там постоянно ставите капелька за капелькой, потому что они очень быстро сохнут. Прихватываю фонариком чисто для того, чтобы не смазать вдруг. Как-то задену. Вот тут тоже. Поставила капельку. Надеюсь, там все видно. Нужно же еще смотреть, там не убежала ли я куда-то. И вот таким образом раскрасила. Прям не дышу. Да? Ну вот есть такое. Я же говорю, я привыкла это делать молча, не комментируя. Совсем никак не комментируя. Так, прихватили. Дальше этой же кисточкой. Так, беру безворсовую салфетку. Вот таким образом просто вот тоносодержащей жидкости. Все, это же кисть тонкая. Нам нужно брови поставить. Такие тонюсенькие бровки. Опа. И с этой стороны. Так. И тут у нас. Так. Все. Опять фиксируем. Да. Так, дальше что? Мы возьмем кисточку чуть-чуть потолще. Так. Этой девочке мы сделаем такое розовенькое платьишко. Ну, я не знаю, платьишко, кофточка, что у нее там, неважно. Я не боюсь на этом этапе смазать стемпинг рисунок. Сколько бы я ни возила бы кисточкой, не возюкала, у меня вот этот основной рисунок абсолютно никак не смажется.
Потому что гель-лаки, они этот стемпинг не разъедают. Вот. Мало того, когда мы это дело все раскрасим и заполимеризуем, нам будет абсолютно неважно, чем мы там будем это все дело перекрывать. Почему? Потому что, сами понимаете, это гелевые материалы. После полимеризации они уже, ну, то есть не смажутся. Да, есть вероятность, что смажется вот этот вот рисунок, который основной, да, первый мы отпечатывали черным лаком для стемпинга. Есть такая вероятность. Но мы же делаем подложку с вами. Поэтому, в принципе, там это тоже все сведено к минимуму. Так вот. Раскрасили кофточки. Так, отлично, прихватили. Сейчас на этом этапе как-то, вот знаете, там в лампу постоянно на полимеризацию нет смысла вообще отправлять. Поэтому я просто фиксирую немножко. Раскрашиваем дальше волосы. Будет у нас такой будут у нас такие, как они, я не знаю, рыжие локоны. Так. И с этой стороны тоже забубеним ей немножко рыжего. Что еще очень классно, да, при раскрашивании именно гелевыми материалами, так это то, что вы можете прямо при раскрашивании вводить несколько цветов, раскрашивать несколькими цветами, делать плавные градиенты. То есть вы будете делать градиент до тех пор, пока он вам не понравится. Вот так вот. С обычными лаками такой способ не проканает. Ну, не пройдет. Да, там можно, конечно, постараться, но все равно плавного перехода добиться сложно. Вот так вот раскрашиваю. И не полимеризуя рыжий цвет, прям поверх ввожу желтый. И будет у нас такой, знаете, неоднородный, не однотонный, как это правильно сказать, да, то есть, знаете, не плоский такой цвет, а вот именно интересная будет, ну вот волосы будут интересные. Просто вот, конечно, можно обычными лаками тоже ввести там несколько цветов, но между собой их хорошенько перемешать, ну вот при раскрашивании так не получится. Да, будет там несколько цветов, но они не будут такими плавными. Вот так вот раскрасили. И сюда также ввожу желтый цвет. Ну, опять-таки, девочки, каждому свое. Если вам нравится, ну, то есть раскрашивать обычными лаками для стемпинга, я вообще не против, поверьте. У меня нету такого, что я вот сейчас там всех агитирую, ой, давайте-ка будем все раскрашивать ну, гелевыми материалами, да, стемпинг. Нет, каждый работает так, как он хочет, так, как ему нравится, так, как ему комфортно. Я со своей стороны просто показываю, вот как это делаю я. Мы же с вами понимаем, что вот эти слайдеры, их можно делать заранее. Хранятся они очень долго. Ну, я не исключаю того, что, например, кому-то
это вообще не надо. Ну вот просто не исключаю того, что кому-то это просто не нужно. Все, и отправляем сейчас в лампу на полимеризацию. Я заполимеризую это дело с двух сторон. Вот так вот, наверное. Так, а прям так на пластине отправлю, чтобы легче доставать было. Вот. Чего я там говорила? Уже не помню. Вообще не помню, что говорила, о чем говорила. Ну, еще такой момент, да. То есть вот эти вот слайдеры долго хранятся. Их можно вот таким образом как-то, я не знаю, там выставить, да, чтобы для демонстрации. То есть клиент смотрит, как там будет какой слайдер смотреться. Мало того, этот слайдер можно также еще и примерить. Вот, ну, если какие-то слайдеры, ну, к примеру, да, самые ходовые, там, бабочки, надписи закончились, вы в любой момент можете сами снова сделать эти же самые слайдеры. Ну, то есть не пропадет, не пропадет. И у вас, ну, зная эту технику, вы всегда сможете сделать именно тот слайдер, который вам нужен. Понимаете? Так, я сейчас тут переворачиваю слайдер с другой стороны, также полимеризую, чтобы он у нас просох, ну, то есть с двух сторон. То есть вы тем самым, ну, то есть неважно, вот раз закончился у вас какой-то слайдер, взяли и сделали сами. И вы ни на что, ну, то есть ни от кого не зависите и ничего не зависите. И, на мой взгляд, это будет намного дешевле. Да, конечно, можно купить, да, там наборы слайдеров, вы там израсходуете самые ходовые, а остальные у вас останутся. Ну, такой вариант тоже возможен, да. Кому как удобно, девочки, еще раз повторюсь, совсем нет у меня никакого желания, знаете, как-то там кого-то на что-то агитировать. Кисточки. Какие я использую кисточки? Абсолютно любые. Короткий ворс, длинный ворс. Они все круглые, но тут вот ворс у кого-то короче, у кого-то длиннее, кто-то какая-то кисть потоньше, какая-то кисть потолще. Тут разницы нет. Я просто смотрю по площади раскрашивания. То есть, если мне нужно раскрасить большую площадь, я беру кисточку побольше. Если мне нужно какие-то мелкие элементы раскрасить, то я, конечно же, беру кисточку потоньше. Вот и все. Ну, вот, собственно, да. Теперь мне тут остается раскрасить именно тело. Почему я сушила сначала, да, полимеризовала вот это все, а потом уже тело раскрашу. Потому что сейчас мы же просто прихватывали фонариком, и была вероятность того, что там мало ли где-то там цвет или что-то, да, не так как-то ляжет, сядет и может что-то размазаться. Поэтому вот я заполимеризовала и теперь уже не переживаю. Могу спокойно вот прям вот так вот. Так, видно там? Блин. Вот прям вот так вот раскрашивать. Ну, потому что все элементы, которые были у нас по контуру, я все раскрасила. И все, теперь можно вот так вот раз лицо. Вот таким образом. Все. И тут также кстати, вот кому интересно, сейчас покажу цвет, которым я раскрашиваю лица, тела. Также из коллекции. Все, отправляю в лампу на полимеризацию.
Так, лица, тела, это вот такой вот LX12, да, из коллекции. Вот, получаются такие, знаете, фарфоровые лица. Вот. И, конечно же, потом можно придать объема этим лицам. Палитру я пока не убираю, потому что мы будем раскрашивать еще и с другой стороны, да, с лицевой стороны. Пока у нас там сушится это все, мы еще будем раскрашивать с лицевой стороны. Поэтому, может быть, поэтому заинтересовало, да, то, как я раскрашивала, я не знаю. Вот видите, тут вот время, да, вот этой полимеризации, я не знаю, как, что говорить еще, что еще можно сказать. Так, какие плюсы, а какие минусы, да, минусы. Минусы, наверное, это, ну вот, если, например, делать такой слайдер на штампе, то вот один слайдер займет много времени. Когда вы это делаете, например, вот на силиконовом коврике, то там быстренько отпечатала и сделала кучу, наделала там кучу слайдеров за раз, да, то есть там есть у вас там 20 минут, сели и сделали прям вот целую кучу слайдеров. Также у меня спрашивали, где взять вот такие вот силиконовые коврики. Подойдут и вот такие вот коврики, есть они, да, но только берите полупрозрачные. У меня это, знаете, это вот такие коврики были, я не знаю, вот как они, как раньше они были, вот такие, вот такие вот. Я просто вырезала их таким образом, чтобы у меня от них осталось вот такие вот там, вообще не важно. Тут они все вот с одной стороны глянцевые, с одной стороны матовые. Для раскатки теста тоже коврик подходит. Просто из этих ковриков вот вырезала вот такие части, которые без ну, вот этих вот всяких там пальцев, всего такого. Так, чтобы это были вот просто такой вот полупрозрачный коврик. Так, что у меня тут? Так, все заполимеризовано. Теперь вот этот слайдер. Так, этот уберу. Вот этот слайдер, он же у нас готовый. То есть уже подложка для него была аж сделана. Вот она. Да, вот он. Вот он готовый. А тут делаем опять-таки топ тонким-тонким слоем. Вот прям нету там практически материала. И втирающим слоем прям размазываю, прям так вот размазываю, чтобы аж прям тонкий-тонкий слой был. Насколько могу растянуть, настолько и растягиваю. То, что этот топ смажет стемпинг, я не переживаю. Не смажет. Так, растягиваю. Беру фонарик в руку и фиксирую быстренько. Все. Зафиксировала. Отправляю в лампу на полную полимеризацию. Так, про силиконовый коврик сказала. Вот видите, есть время, да, вот поэтому мне и удобно, вот когда одно там что-то у меня полимеризуется, на втором коврике у меня там уже еще раскрашивается куча там каких-то вариантов. Ну, то есть, когда это все в конвейерном способе делается, это все намного быстрее, и поэтому мне нравится вот именно так. А куча слайдеров, ну, пускай будет куча слайдеров, что ж такого-то. Я даже сейчас, вот когда делаю обзор на пластину, кстати, вот недавно тоже делала обзор еще на одну пластину от Swanky Stamping, и там тоже вот сделала слайдеры, и потом уже просто брала, вот, беру типс и подставляю слайдер, смотрю, а как с этим будет смотреться слайдером, ну, то есть компоную их как-то на типсе и смотрю, как это будет смотреться. Очень удобно. Или смотрю там какого цвета, например, да, ой, вот сделаю этот слайдер вот такого цвета. Так, тут у меня тоже все заполимеризовалось. Так, снимаю. Вот видите, он какой тонюсенький. Снимаю. Вот. Очень-очень тонкий. И прямо так вот отрезаю.
Вот видите, тут вот есть даже такие, вот видите, да вот, прям паутинка, просто паутинка. Но опять-таки нам же это не страшно, нам же главное, чтобы рисунок поднялся, а он, как вы видите, целиком поднялся. Нет никаких проблем. Все это я сейчас уберу, опять-таки, то, что отрезала, беру из коврика, чтобы просто не мешалось. Это я вам делаю чисто вот, чтобы в камере, да, там как-то смотрелось прилично. Я это делаю в самом-самом конце, когда уже все раскрасила, все сделала, вот тогда и вырезаю себе уже слайдер готовый. Вот такие вот две девчонки у нас получились. Теперь что я делаю? Давайте вот раскрасим очки. Вот это, наверное, тоже, да, заинтересовало. Беру витраж, обычные витражи, и раскрашиваю уже с лицевой стороны, да, вот, с лицевой стороны раскрашиваю им очки. Это витражные гель-лаки. Очень крутой эффект, конечно, получается. Действительно, как будто там у нас очечи. Да? А второй девочке, хоть у нее этот голубая кофточка, но мы ей сделаем зеленые очки. Так вот. Ну, а что, тоже хорошо. Вот так вот. Все прихватываю. То и то. И теперь по поводу, как сделать им объем. Ну, сделать этих девчонок, знаете, не такими плоскими. Ну вот, не знаю, сейчас вот эта вот девочка, она немножко так вот поблескивает. Вот на вот этой девчонке покажу я вам, что я имею в виду. Вот видите, тело, оно, ну вот, одним цветом, сплошняком. Ну, не знаю, вот это выглядит как-то не очень естественно, да, вот скажу так. Поэтому как мы будем придавать объем? Я беру вот такой вот, так, сейчас почищу. Ой. Беру вот такую вот толстую кисточку, коричневый цвет, немножко смешиваю с цветом, которым раскрашивала тело. Вот такой тауповый цвет должен получиться. Вот, и теперь, вы знаете, вот так вот вдоль линии волос немножко ставлю. Вот сюда, вот на руку немножко ставлю. Вот здесь вот ставлю. Ну, то есть там, где я хочу затемнить моменты. И сделаю ей, ну, такой контуринг, да, щечки. Теперь я кисточку очищаю. И прям растягиваю. Вот так вот. Прям растягиваю, вообще не боюсь. То есть вот, можно сказать, вот так вот мазюкаю. Растягиваю этот цвет. Мы же не полимеризовали, правильно? То есть можно растянуть этот цвет прям вот максимально. Если я вижу, например, да, вот что вот тут, например, мне как-то очень много этого цвета, ну, взяла кисточку, очистила вот с тонусодержащей жидкости и подобрала. И вот сюда вот его, например, тут мне не хватает. Пожалуйста. Вот. И вот уже у нас получается вот девчонка, она такая, знаете, ну, то есть у нее видно уже там скулы, да, то есть есть, ну, то есть поинтересней так вот уже смотрится картинка, а не так, что, знаете, вот такая вот плоская какая-то непонятная женщина. И тут вот таким образом. Эту я уже не буду
ну, девчонку делать. Я думаю, что в принципе, да, тут все понятно. Я отправляю в лампу на полимеризацию, потому что вот эти и очки мы не полимеризовали полностью, мы просто прихватывали. Так вот получается. Не знаю, что у меня там, ой, уже столько времени, оказывается, я тут сижу. На самом деле, это, конечно, было бы все намного быстрее, если бы я делала это вот просто не болтая, ничего не говоря, просто спокойно. Но, тем не менее, вы просили, я показала. Так, тут вот у меня уже все этих слайдеров становится все больше и больше. Вот, кстати, есть тут у меня эти девчонки тоже. Я на самом деле это видео записываю уже во второй раз. Почему? Потому что первый раз я, знаете, такая залезла под камеру и там раскрашиваю. Потом уже все отсняла и такая смотрю, что я отсняла. А там, знаете, моя макушка, да, то есть как бы вот моя макушка, а что я там раскрашиваю, вообще не видно. Поэтому, ну вот тоже получились 2 слайдера тогда, но... Видите, вот такой вот момент раз и не записался. Ну как, оно записалось, но только совсем не то, что я хотела показать. Ну вот еще вот такие вот 2 девчонки, пожалуйста, получились. Надеюсь, в этот раз там будет не моя макушка, а именно процесс раскрашивания. Ну и вот таким образом можно хранить эти слайдеры сколько угодно. Можно их в верхние формы вставлять, можно в гелевые типсы вставлять поверх, ну, делать поверхностный дизайн, внутренний дизайн. В общем, слайдеры можно использовать как угодно. Это гелевые слайдеры, и храниться они тоже будут очень долго. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если так, пожалуйста, поставьте плюсик или смайлик в комментариях. Я буду вам очень признательна. Я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. Пожалуйста, не болейте. Здоровья вам, родным вашим близким. В общем, всего самого хорошего. Все, пока-пока.